Что ж, ребятки, рад всех приветствовать в заключительной части этой вот серии, небольшой такой серии роликов по написанию full-stack приложения. И сегодня у нас пойдет речь о транзакциях, и мы займемся как раз-таки страницей транзакций и всем, что с этим связано. Это будет наш последний урок уже обучающий на эту тему, и сегодня мы с вами уже должны завершить как раз-таки все это приложение. Урок тоже будет большой и сложный, но последний, по крайней мере. Окей, давайте приступать. Я видел тут ошибочку небольшую, что тут transaction. Я бы добавил еще... Так, это все закроем. Client, src, components, header. И вот тут я сказал бы, что это transactions. Вот так. Есть. Теперь переходим в страничку transaction. И тут сделаем пока мы общую оболочку. Мы скажем, что мы будем возвращать тут React фрагмент, где будет div с классом, я скажу, grid calls 3, gap 4, mt 4 и items start. Теперь у нас внутри будет три элемента. Это будет add transaction form. Я прям скопирую, потому что тут у нас будет отдельный компонент лежать. Давайте я скажу, что это будет в div с классом grid call span 2. И все. И вот тут будет у нас лежать как раз таки этот компонент. Мы его потом создадим. Пока что мы просто делаем общую оболочку. Дальше у нас будет static blocks. Вот так. У нас тоже будет тут. Давайте сделаем rounded medium, bg, slate 800 и p padding 3. Здесь можем прям сразу сделать моковые пока этот данные. Мы скажем, что внутри будет grid calls 2, gap 3. И внутри у нас будет элементы, где будет 2 дива, где будет такой-нибудь давайте h6. Давайте просто будет текст. Здесь будет total income. Сразу стилизуем, скажем, что это будет uppercase. Кажется, оно не добавилось. Так. Не подсказывает. Вот так вот. Просто не уверен был, что я правильно его напишу. Uppercase, текст medium, фонд bold и текст центр. И здесь дальше тоже будет div какой-нибудь, или давайте тоже пешка. С классом, скажем, bg green 600, padding 1, rounded small, текст центр и mt2. Здесь пускай будет сумма, допустим, $1000. Вот так. И второй элемент, это будет total expense. Давайте поставим двоеточие тут. Так, так. Только здесь будет bg red 500. Вот так. Окей. И дальше у нас будет третий элемент. Это будет... Он уже не будет в эти блоки входить. Он в эти блоки уже входить не будет. Он будет вот тут. Это будет result table. То есть транзакшены все. Ну, давайте. Transactions table. Вот так. И здесь напишем, что тут будет просто лежать table.
сделаем класс margin y5, чтобы она как-то отделялась. Окей, давайте теперь мы эту страничку, она, в принципе, у нас уже есть, смотрим. Окей, у нас тут будет форма лежать, здесь у нас есть total income, total expense, ниже еще будет, кстати, график, ниже еще будет график. Тут можем создать дополнительно, что тут будет чарт. Вот так. То есть у нас такая структура. Тут будет форма для добавления, тут будет форма с результатами, а здесь будет график и вот эти вот данные. Есть. Тогда давайте мы теперь пойдем в Transaction Form и создадим этот компонент. Компонент, и я скажу, что это будет transaction form.tsx. Ох, поехали. Он у нас типа functional component. И, так, конечно, надо импортировать из React, а сам React нам не нужен. Конечно, по-хорошему это можно было туда вынести, да, просто написать прямо тут все это, но это слишком будет загроможденный компонент, и отдельно его вынес, потому что эта форма довольно-таки большая. Так, что мы дальше делаем? Мы убираем этот заголовок, он нам не нужен. И мы говорим, что у нас это будет div с классом rounded md bg slate 800 и padding 4. Что-то напишем и проверим. Так, написали текст. Теперь мы, конечно же, сюда выводим. Вот сюда вместо add transaction form мы выводим компонент transaction form. Вот так. Смотрим. Так, вот тут у нас будет форма. Отлично. Переходим сюда. И внутрь этого компонента уже мы помещаем, конечно же, форму из React Router дома, импортированную с классом grid и gap2. И дальше у этой формы будут метод post, потому что транзакции мы будем здесь только создавать, мы не будем их редактировать. Action. Это у нас transactions. Вот так. То есть вот такая у нас форма будет. Дальше у нас будет какой-нибудь лейбл. Давайте title. И внутри будет какой-нибудь span, где будет написано title. И что у нас тут будет еще? И тут будет input. Input класс, type текст. Класс мы добавим input. Input. Что нам еще надо? Placeholder. Давайте просто title. Title. Что мы тут еще добавим? Name, конечно же, сделаем title. И он будет обязательно. Кстати, там можно было так сделать. Ладно, есть. Дальше мы теперь это можем повторить. Так вот, раз. Два. Второе у нас будет количество. Количество. Да, placeholder. Так, name тоже вот так вот. Здесь говорим A. И говорим A. Ну, можем сделать, кстати, не текст, а number. Вот так. Теперь нам нужно вывести select. Давайте мы пока select сделаем просто select какой-то, просто любой, без ничего. Или давайте даже не так. Давайте просто сделаем здесь h1, скажем, что будет лежать у нас select. Потому что для того, чтобы у нас тут был select, нам все нужно подтягивать категории. А чтобы подтягивать категории, мы же не можем их подтягивать из лодера категорий на странице transaction. Нам нужно отдельно что-то придумать для того, чтобы мы что-то получали. Поэтому мы к этому придемся дальше. Пока что просто скажем, что select будет. Дальше будет кнопка, которая будет вот так вот. У нее будет класс name какой-то.
Мы можем ее прям взять из категорий. То есть можем прям вообще, в принципе, скопировать эту кнопку, наверное. Так, не категории модуль, а категория страничка. То есть там нам нужна... Где эта кнопка? Вот она. Вот она, эта кнопка. Мы можем прям сюда взять, вот так вот, добавить. Вот это пока закомментируем. FA плюс мы, конечно же, импортируем. И здесь пускай у нас будет manage categories. Вот так вот. Давайте посмотрим, что получается. Да, у нас получается. Угу. Label. Label и label. Я бы класс сделал бы grid. Вот так. А что с инпутами не так? Ага. Хорошо. gslate 900. 800. 700. Тут инпута не видно. Давайте добавим дополнительно класс какой-нибудь. bg slate 900. Ой, не bg. Не bg, а border. Так, что-то у меня тут input. Border. Вот, бордеры есть. Отлично. Так, дальше будет select. Manage categories. Дальше будет кнопка. Дальше будет кнопка. Какая у нас будет кнопка дальше? Дальше у нас будет радиокнопки. Чтобы добавить радиокнопки и, в принципе, сам select, я предлагаю воспользоваться Tailwind CSS. Get started. Листаем тут вниз, 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 вниз. И мы возьмем... Мы подключали, да? Подождите, мы подключали или нет? Tailwind config. Мы уже подключали формы. Все, мы формы подключали. Отлично. Тогда мы просто двигаемся дальше. Что у нас тут будет? У нас тут будет... Дальше. Скажем, давайте это будет radio buttons. Тут будет flex. И gap 4 items center. Внутри будет label. Уберем это, точнее, for. Скажем, что у него будет класс cursor pointer. У него будет класс flex items center и gap 2. Внутри этого лейбла у нас будет input type вот так вот radio. Name у него будет type. Value это будет income. И класс, мы скажем, что у него будет, во-первых, надо ему добавить класс form, чтобы это работало, form radio. И дальше текст blue 600. И тут куда-нибудь в span. Я скажу, что это будет income. Вот так. И теперь можем этот лейбл продублировать. Здесь будет expense. И здесь будет expense. Сохраняем. Смотрим. Так, сюда. Все. И вот у нас есть эти, как они называются, радиокнопки, которые между собой переключаются. Отлично. И дальше нам нужно... давайте ссылок сразу выведем какой-то. Все-таки уже из Tailwind. Мы выведем тут не text select, а именно сам
мы сделаем label. Тут будет select. Напишу, что это select. Select. Категории. И мы скажем, что здесь будет span категории. Сюда выводим select. Name ему даем категории. Опять-таки. ID-шник ему не нужен. Внутри select у нас будет... он тоже, кстати, будет required. Внутри select у нас будут опшены. Так, option. И тут у них будут какие-то value. Давайте просто 1, это будет там salary, чтобы вы просто видели. 2, это будет gift. Gift. 3, это будет, допустим, grocery. Сохраним. Давайте посмотрим, что получилось. Так, хорошо. Класс grid. А select мы даем класс input. Вот. И тоже и border. Вот так. И у нас есть title, amount, salary, который у нас уже работает как select. Отлично. Тут manage categories. Тут бы я где-нибудь добавил бы, наверное, какой-то... Во-первых, где тут manage categories? Я бы убрал такой margin top 5, это слишком много. Вот 2 бы оставил. Окей. Дальше. Вот это вот. В принципе, норм. Дальше нам осталось сделать кнопку, которая будет отправлять эту форму. То есть мы идем сюда. Так, radio buttons. Здесь будет submit button. Вот так. Это у нас будет, конечно же, button, где мы скажем класс btn, green. И здесь будет submit. Есть, только я бы сделал здесь max width fit. Я бы добавил ей margin top 2. Вот так. И что мы тут еще хотим сделать? Пока так. Пока так. Пока так, пока так. Первым делом, что нам нужно теперь сделать, нам нужно тут получать как-то категории. Для того, чтобы получать здесь категории, нам нужно их... если посмотрим наш... Где этот? Роуты. Мы видим, что страничка, да, route транзакций ничего не знает об этом лоудере, который загружает категории. То есть нам нужно создать новый лоудер для транзакций и в нем уже как-то получать вот эти вот самые заветные категории. Поэтому мы идем на страницу транзакций. И я скажу, что вот тут выше я скажу, давай-ка создадим лоудер. Export const transaction loader. И это будет асинхронная функция, конечно же. И она будет что-то возвращать. Что она будет возвращать? Она будет возвращать, давайте тут сделаем const data равно пустой объект пока. И она будет возвращать эту дату. Что мы хотим делать в этом лоудере? Поскольку нам в этом лоудере потребуется получать категории, получать транзакции и так далее, мы хотим это все комбинировать и отдавать как-то уже в одном виде, в одном объекте. Поэтому я хочу, во-первых, подключить этот лоудер. Я скажу, что в транзакциях я там лоудер сделал или action, я забыл. Давайте transaction loader и transaction action. Action, который в свою очередь будет принимать request. Вот так вот. Request типа any, чтобы не ругалось. И сразу мы просто это все подключим. Loader. Transaction loader и action. Transaction action. Вот так.
Теперь в лодере. В лодере мы хотим... Где он? В лодере я хочу получать транзакции, например. О, не транзакции, а категории. Я могу это сделать. Я могу дополнительно вот тут сказать, что... Где у нас категория? Что давай в лодере ты мне сделай вот такой вот запрос. И верни мне эту дату. Да, то есть я могу сделать вот такой запрос. Тоже в транзакциях. Мне ничего не мешает это сделать. И я скажу, что давай-ка const categories равно await instance. Импортируем instance. Импортируем этот тип. Вот так. И. Я не туда пишу. Я не туда пишу. Вот сюда. Вот. Ты получи, пожалуйста, эти категории и верни мне в каком-то виде. В каком виде ты мне будешь возвращать? Я скажу, что верни мне объект transactions, transactions, где будет лежать categories, где будет лежать categories data. То есть, да, нам Axios возвращает какую-то дату. Я не буду здесь делать вот так, да, деструктуризировать, потому что нам такой вариант не подходит. Нам подходит только такой вариант, потому что у нас тут будет так же самое делаться там с транзакциями. Вот так вот. Transactions, где будем получать там transactions дата, как вот так вот, транзакционная дата. И мы эти транзакции будем тоже переиспользовать. То есть мы будем возвращать уже полностью готовый объект, который мы можем уже использовать вот тут, через use loader data. Поэтому мы именно такой подход я выбрал. Вы потом можете выбрать какой-то любой другой. Ну, я выбрал такой подход. Окей, мы получили эти транзакции. Теперь нам нужно эти транзакции получить вот тут. Я скажу, что категория, const. Поскольку мы возвращаем тут объект, да, мы можем деструктурировать и сказать, что categories равно use loader data. Но тут проблема в том, что мы не знаем, да, видите, unknown, он не знает, что мы там возвращаем, что это вообще такое, что за категории, у него тип any, и это бы все по-хорошему, вот это вот то, что мы тут наделали с вами, все по-хорошему бы типизировать. Для этого мы сразу пойдем вперед, немножко я забегу вперед, создам, тип у нас уже есть, так, types, и скажу, что давай-ка мы сделаем экспорт. Или не пойдем мы вперед. Нет, давайте мы не будем идти вперед. Интерфейс. Будем идти по порядочку. Потому что у нас еще транзакций нету. Поэтому скажу, что I response, допустим, transaction loader. Вот так. I response transaction loader. И что мы будем возвращать в этом лодере? Мы уже точно знаем, да, что мы возвращаем вот тут categories. Поэтому я говорю, что у нас тут будет поле categories типа I категория массив. И теперь мы можем указать вот тут, что мы возвращаем, этот хук нам будет возвращать. Я скажу as I response transaction loader. И теперь, если я наведу на категории, я вижу, что категория это типа I категория. Окей. И мы теперь, получив эти категории, можем уже их вывести. Где мы можем их вывести? Во-первых, нам нужно вывести здесь так, форму, transaction форму мы вывели. И теперь эти категории мы можем либо... Я просто думаю, нужны ли они нам тут. Они нам тут, наверное, не нужны. Они нам тут не нужны. Мы это вырежем. Поскольку, да, у нас вот эта таблица лежит по адресу transactions, мы можем прямо в нее это все импортировать. То есть в transaction form мы добавим как раз таки эти категории. Мы импортируем hook useLoaderData. Мы импортируем этот тип. И теперь эти категории мы можем уже взаимодействовать с ними в нашем select.
Поэтому select я сейчас вот это вот вырежу. И давайте делаем следующее. Я скажу, что если categories сразу видит, что это массив, сразу методы массива мне дает. Я скажу, что если length, я думаю, как оно мне вернет, если там 0. Давайте пока. Если там есть какое-то значение, тогда мы вернем вот этот вот select. А в противном случае мы вернем какой-нибудь заголовок, скажем to continue create a category first. Вот так. Давайте посмотрим. Ну, логично, категория у нас есть, поэтому оно возвращает. А если мы сейчас удалим категории? Нет, давайте потом удалим. Давайте потом удалим. Давайте сразу сделаем select. В select мы тоже понимаем, что у нас как бы опшены такие нам не подходят. Мы их удаляем. И здесь сделаем categories, map, где мы будем получать категорию и индекс. И так. И dx. Угу. Так, я где-то тут... Так, я напортачил. Давайте я сотру. Запутался. Categories, map. Здесь мы получаем вот так вот. Получается категории и какой-нибудь индекс. И возвращать мы будем как раз таки у нас option, где будет категории title выводиться, а value будет категории. А по чем мы тут будем? По ID, да? По ID. И key, конечно, мы укажем. Key индекс. Сохраним и посмотрим. Мы видим категория salary и gift. Только две. Почему две? Потому что если мы перейдем в категории, мы видим, что у нас только есть salary и gift. Давайте gift я удалю. Мы удаляем gift. Возвращаемся в транзакции. Мы видим salary. И больше ничего не видим. То есть все работает. Ошибок, я надеюсь, никаких нет. Ошибок никаких нет. Мы можем теперь удалить еще эту категорию salary. Категорий у нас больше нет. Идем в транзакции. И вот тут, теперь вот эту вот надпись я бы как-то изменил. Сказал бы, что класс mt1 и текст red 300. Вот так. To continue, create a category first. А вот тут бы я mt вообще убрал. Мне он не нравится, он мешает мне. Вот так. И мы говорим, что manage categories. Тут мы сейчас ничего не можем делать, потому что эта форма еще не привязана. Окей, давайте создадим еще парочку категорий все-таки. Скажем, у нас будет salary. Давайте grocery. Grocery. Есть две категории. Транзакции. Все, salary, grocery подтягивается. Двигаемся дальше. По-хорошему нам бы сделать, чтобы это работала кнопочка Manage Categories. Поэтому давайте мы в этой transaction форме, после формы зададим еще такую же штуку, как мы делали в категориях. То есть вот это вот, где-то, вот это. Модальное окно сделаем. Так, transaction form. И вот тут мы создадим, мы импортируем этот категории model. Создаем здесь такой же state, const вот так вот, visible model и set visible model равно use state, и по умолчанию это false. Есть. И только тут, в принципе, должно быть ок, наверное. В принципе, должно быть, наверное, ок. Давайте проверим. Какая-то ошибка. Обновим. Это старая ошибка. Все, ошибок нету. Manage categories. По Manage categories у нас должна открываться
по manage categories, где у нас set visible model. Так, теперь закрываем еще раз. Manage categories, это появляется формочка. И давайте скажем, что категория, пускай у нас будет shop. Нажимаем create. Мы видим, что она, в принципе, добавилась, и мы сделали редирект на категории. Ну, я так это и оставлю, потому что я просто рассчитываю на то, что когда мы нажимаем Manage Categories, мы хотим сделать несколько категорий, потому что если у вас 0, вы говорите, давай-ка, ну, мы там еще что-нибудь, я не помню, salary у нас было или нет, или давайте там gift вернем. То есть я планирую, что при клике на эту кнопочку мы понимаем, что у нас категории нету, и сразу можно создать какой-то список, чтобы мы понимали уже, с чем мы можем потом работать в дальнейшем. То есть какие-то базовые, да, основные. Поэтому теперь мы возвращаемся сюда. Здесь это все подхватывается. Отлично. Это все подхватывается. Теперь нам нужно, что мы дальше можем сделать? Дальше мы можем создавать транзакции. Для того, чтобы создавать транзакции, нам нужно подумать, как мы будем это делать. Как мы будем это делать? Для этого нам нужен, конечно же... Так, давайте я лишнее все позакрываю, оно мне мешает. Нам это пока не нужно. Нам нужен в первую очередь для создания кто? Action, да? Нам нужен action. Тогда мы вот тут, я думаю, вот тут или не вот тут. Да, давайте вот тут. Все-таки вот тут. Где transaction action? Мы также сделаем switch по request метод, где будет case post, и также будет case delete. Вот так вот, case delete. Вот так вот. Давайте так, const form data равно new, не так, await request form data. Здесь мы создадим новую транзакцию, new transaction. Сейчас опишу все поля, а потом проверю форму, правильно ли у нас там все настроено. То есть у нас будет поле title, да, мы же видим, что тут есть title. Это будет form data get title. Также у нас будет количество amount. Дальше у нас будет категория. Категории. Это form data. Get категории. И еще у нас будет type. Это ну, доход или расход. Поэтому это будет form data get type. Когда мы этот объект сформировали, то мы делаем запрос await access instance. Это у нас пост запрос, логично, на transactions и передаем сюда form дату. Нет, какую форму дату? New transaction. И дальше можем показать тост. Допустим, transaction edit. И return null. Окей. В принципе, этот action готов. И нам нужно просто убедиться в том, что мы правильно передаем эти поля. А эти поля мы передаем откуда? Эти поля мы передаем с этой формы.
Мы видим, что тут action по такому параметру, поэтому они там друг друга найдут, и все будет окей. Первое поле title, тут должно быть name, title, есть. Второе поле amount, name, amount, есть. Третье поле категории select, name, категории. Здесь мы как указали? Категории. Отлично. Select тоже находится. И последнее, что нам осталось, это radio buttons, name type. Отлично. Name type и value мы будем оттуда забирать. Прекрасно. Ну, по идее, должно быть ок. Так, и давайте проверим. Title. У нас будет... Так, откроем network. Не, давайте лучше network. Title. У нас будет, допустим, это будет апрель. 1200. Категория salary. И это доход. Нажимаем submit. Так, у нас какая-то ошибка. Must be a number. Какая-то ошибка пошла, не понял. Так, transactions. Давайте посмотрим, какой у нас там тип. Текст, type number, name, amount. Ага, а если мы... Еще раз. Ну я неправильно все написал. Type. Или правильно. Так, salary. 1200. Категория salary. Title. Апрель. 1200. Salary. Income. Submit. Все равно пошла какая-то ошибка. Amount must be a number. Amount почему-то тут строкой выглядит. Почему-то тут выглядит строкой. Хорошо. Если мы сделаем здесь просто переведем вот это вот в number. Можем так сделать? То есть все собирается нормально, но... Так, salary. Но amount почему-то строка. Категория salary, income, submit. Опа! Transaction added. Если посмотрим на транзакции, мы видим, что title salary, amount 1200, категория 10 и type income. Отлично, все сработало. Все сработало. И что мы с этим делаем? Что мы с этим делаем? Мы занимаемся табличкой результатов уже в таком случае. Мы занимаемся табличкой результатов. Так. Ну да, если мы создали, у нас уже выводится, то давайте займемся табличкой результатов. Займемся табличкой результатов. Тогда мы идем в уже не transaction form, мы создадим новый компонент transaction table.tsx. Равк. И тут давайте, наверное, мы тоже с вами сделаем сначала базовую верстку этой таблички, а потом будем накидывать функционал. Что у нас будет тут возвращаться? Тут у нас будет возвращаться пустой React фрагмент, где будет несколько элементов, и один из них будет div с классом bg slate 800 px. Я хочу сказать, что это будет 4, py у нас будет 3, mt4 и rounded md. Есть. Дальше у нас будет table. Тоже класс у него будет vfull. Внутри этого тейбла у нас будет thead, tier. И тут будет td с классом font bold. Так,
у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последнем будет просто текст, класс текст white. Первая шапка таблицы, первый элемент у нас будет просто номер. Мы ставим тут номер. Вот так вот, номер. Второй будет title. Третьим элементом у нас будет amount. Скажу вот так. Дальше будет category. Дальше будет data. И дальше будет action. Вот так. То есть это заголовки таблицы. Давайте мы эту таблицу выведем. Сразу так. Transaction form, статистика. И вот тут, где таблица, мы выводим transaction table. Вот так. Смотрим. Вот так вот. Номер, title, amount, category, date, action. Есть. Теперь нам нужно t-head закончили. T-body. Внутри будет tr. И тут будет тоже td. td. Давайте пока так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы потом будем просто каждую еще поднастраивать под... Давайте, это будет 1. Title у нас будет salary. Amount 300. Сейчас мы просто пока категории salary. Здесь будет апрель. Да, просто делаем еще сверстку, чтобы мы видели, как это выглядит визуально. Дальше у нас дата. И последняя. Тут будет кнопка с классом btn. А при hover будет добавляться еще btn red. Вот так. И тут внутри будет иконка. Что это будет? FA. Trash. И это из фонд OSA мы импортируем эту иконку. Ну, пока все. Смотрим. Вот так. Вот так у нас получается. Но почему-то у нас табличка не на всю ширину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. V-full как будто бы не сработало. Почему у нас не работает V-full? Работает. То есть какая-то у нас тут ошибочка. Текст write. Вот тут текст write не работает, поэтому он выглядит так косо. Rig. Т. Вот так вот. Вот. Тут текст write. И вот этот action мы тоже скажем, что класс текст write. Или мы так не можем указать? Мы так, наверное, не можем указать. Хорошо, давай. Margin left auto. Вот так. Все, и вот такая кнопочка есть. Прекрасно, 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 прекрасно. Теперь я бы уже вывел сюда какой-то результат из нашей базы, а потом бы доделывал всю эту штуку. Ой, а тут сейчас будет сложно, потому что мне сразу хочется делать пагинацию. Мне сразу хочется делать пагинацию. Давайте просто пока выведем транзакции без пагинации, а потом переделаем всю эту логику для того, чтобы добавить пагинацию. То есть у нас для пагинации будет отдельное такое место в ролике, чтобы вы посмотрели, как это делается. Окей, давайте пока просто мы выведем эти транзакции. Для этого мы возвращаемся в transactions страничку, в loader, и таким же образом мы сейчас будем с вами выводить транзакции. Const transactions равно await instance get и путь у нас там transactions.
Тогда мы тут выводим transactions, и это будет transactions data. И давайте теперь посмотрим, что нам там приходит, и создадим тип для этого в transaction table. Я скажу, что давайте-ка здесь мы transactions достанем, и это будет use loader data as iResponse transaction loader. И скажем, что console log transactions. Вот так. Есть ошибки, но потому что мы ничего не типизировали. Скорее всего, из-за этого ошибки. Просто затупило. Так, консоль, транзакции. Вот нам приходит такая транзакция. Amount, created at, ID, title, type. А категория? А категория нам не приходит. Категория нам не приходит, и я бы пошел в back, нашел бы транзакции, проверил бы entity, категория указана. Тогда в сервисе я бы нашел find all просто. Find all. Вот тут, где мы получаем транзакции все, я бы сказал, мы просто ищем транзакции все у юзера. Я бы сюда еще включил для каждой транзакции relations. И да, тут есть несколько вариантов. Можем указать так вот. Категории и так далее. А можем просто по стариночке вот так вот сделать. Категории true. Здесь запятую. Все, уходим. Entity уходим. Теперь обновляем еще раз. Есть транзакция. Вот категория есть. Мы видим, что ID, 10 salary и когда это все было сделано. Окей. Окей. Теперь давайте все это типизировать. Теперь типизируем это все. Идем в типы. Говорим, что у нас есть export const I transaction. И что у нас там есть? Давайте смотреть. Давайте начнем с amount. Amount типа number. Interface. Amount типа number. Дальше created, updated скопируем. Дальше title типа string. Type типа string. И остается у нас ID типа number. И категории типа... Так, у нас в категории тут что есть? ID, title, created, updated. А у нас тут в категории есть ID, title, created, updated и transactions. А мы тут не берем это. Что если мы сделаем тут просто вот так вот? А здесь, скажем, категории. Сейчас я думаю. Да, здесь просто мы говорим, что это I-категория. Вот так. И тогда вот тут мы теперь делаем transactions типа iTransaction. И это массив. Вот так. И тогда мы вот тут уже имеем, вот тут, имеем, мы видим, что это типа iTransaction, тип указался правильно, все сохраняем. Давайте поехали, это все теперь выведем. Вот эти TR-ки мы удалим, давайте так. Я вырезал их. Transactions, map. Тут мы получаем некую transaction и индекс. А возвращаем вот эту вот TR-ку. У TR-ки, конечно же, должен быть key индекс. Дальше номер транзакции у нас это индекс плюс 1. Title это у нас transaction. И мы сразу видим все поля здесь. Title. Количество. Transaction amount. Это что? Это категория, да, у нас? Это будет transaction категория title. Дата. Это будет у нас transaction created at. Ну и все. Обновляем. Смотрим.
Какие-то ошибки. Обновляем. Ага, есть, все нормально. Что-то у меня не подгружает. Что-то где-то у меня... Давайте посмотрим, что у меня... Из-за чего такая... Вот, теперь новое. Style sheet, робот, шрифты. Шрифты что-то тупят, не подгружается. Окей, транзакция есть. Давайте еще что добавим. Title. Давайте еще March 500. Мы в марте мало работали. Мы получили $500 всего лишь. Все, transaction added. Мы видим март. Мы с вами делали сортировку, да, что мы более новое ставим на первое место. 500, salary есть. Теперь по поводу даты. По поводу даты я бы немножко это все переделал. И я бы создал некий helper. Я бы создал некий helper. Где у нас helper есть? Я бы сказал date helper.ts. И здесь бы я... Это все я взял из интернета. Я нашел просто эту функцию. Точнее, это мне даже сгенерировал, как она называется, чат GPT, эту функцию. Я хочу здесь просто эту дату. Где у нас дата? То есть вот это вот переводить в нормальное значение. Поэтому я сейчас просто ее напишу. Выглядит она следующим образом. Const format date равно. Мы тут будем принимать эта функция date, ну, дату, давайте string, типа string, или давайте просто напишем дату. И возвращать эта строка тоже будет string. Возвращать эта функция будет string. Окей. Тогда. Мы делаем const date равно new date. Сюда помещаем date, который мы вот тут передаем. Давайте все-таки date string, чтобы мы не путались. Вот так, вот так. Date string. Потом дальше делаем const options равно. Тут у нас будет year типа numeric. Монотх. Вот так вот. Тут будет значение long. Это все я просто с интернета взял. Эта функция такая на любом сайте есть. Как перевести вот такую вот дату в нормальную человеческую. И дальше day numeric. Вот так. И ретёрнем мы. Эта функция нам возвращает. Мы же сказали, что мы возвращаем строку. Поэтому мы говорим date to local date string. И я говорю часовой пояс. У нас будет US. И сюда помещаем options. Вот так. По-хорошему это все можно типизировать. Options. А можно и не так. Options. Так, экспорт. Default. Давайте формат. Или давайте сделаем просто экспорт. Вот так вот. Экспорт формат date. Чтобы это типизировать, мы можем сделать, что... Это тоже все из интернета я взял. Можем сказать, что type date формат options. Можно так, как тип указать, можно как интерфейс указать. Давайте как тип укажем. Мы скажем, что year. Это не обязательное поле. Он может быть numeric. Или давайте не будем. Не хочу этим заниматься. Это не суть. Мы и так понимаем, что тут происходит. Мы принимаем строку, отдаем строку. То, что тут сейчас ругается, ну, пускай ругается, но и так работать должно.
Все, и теперь нам можно эту дату в таблице перевести в нормальное, нормальный вид. Для того, чтобы перевести эту дату в нормальный вид, где у нас дата вообще, это вот какая-то дата, мы здесь делаем немножко по-другому. Мы говорим, что здесь мы вызываем функцию формат date, которая в свою очередь принимает строку transaction created at. Сохраняем. Давайте посмотрим. Оп, все, мы вернули нормальную дату. Опять-таки, я там сильно не вдавался, потому что я с датами не очень сильно люблю работать. И этот код за меня написал чат GPT. Ну, давайте мы еще раз посмотрим, что мы там написали так в 2 словах, да? Мы сказали, что мы хотим в ту строку, которую ты нам передаешь, это формируем ее при помощи newDate, перевести в тот формат, который нам необходим. И мы говорим, что нам формат необходим формата US и options, что мы хотим в этой дате отображать. И мы сказали, что мы тут отображаем year в формате numeric, то есть вот 2023, month в формате long, то есть это полное название April, то есть это и так же самое day numeric, то есть тоже число, просто число. Дата просто число. Ну вы поняли, короче. Это все из интернета, я не сильно силен в этих датовских всяких методах. Поэтому, ну, в принципе, тут все очень просто, я вам, думаю, объяснил, и вы поняли, что здесь ничего сложного. Получаем дату, создаем options, с которыми мы хотим уже отдать эту дату, и просто через метод toLocalDateString это все переделываем. Окей. Окей. Что мы хотим с вами делать дальше? Давайте мы еще также тоже стилизуем значение вот это вот. Типа, если это income, то будет зеленым, если это expense, то это будет красным. Возвращаемся сюда. Так, вот тут, где количество, давайте мы сделаем следующим образом. Мы скажем тут class name. Здесь мы тоже можем кое-что узнать. Конкретно мы скажем, что transaction type. Если transaction type равен, у нас там 2 варианта только, да, income, то тогда будет текст, класс будет текст green 500. В противном случае будет текст red 500. Сохраняем и давайте посмотрим. Смотрим сюда. Текст green. Если мы сейчас создадим, допустим, мы там купили велосипед, байк, за 400 баксов. Это shop. И это, конечно, expense. Нажимаем submit. Мы видим, что байк у нас уже получается красным, потому что это expense, то есть это расходы. Есть. И еще бы я... Спасибо большое, конечно, но это нам не нужно. И еще бы я здесь переводил вот это вот тоже в валюту. То есть это число, просто обычное число, я бы переводил в валюту. Для этого мы тоже можем сказать helper. Я скажу, что это currency.helper.ts. И сюда сделать export const format to USD, например. Я скажу, что это new Intel. И у него метод возьму number формат и скажу en US. Вот такой. И дальше вторым параметром этот options идут. Я скажу, что style это будет currency. Это тоже все из того же чат GPT. И currency у нас будет USD. Вот так. Просто мы будем переобразовывать обычное число в валютное значение. Возвращаемся в transaction table. И здесь, вот тут, где мы вот этот amount брали, нам тоже нужно сделать небольшую проверку. Мы скажем, что если transaction type равен in и сейчас. Ну да, если transaction type равен income, то в таком случае
мы возвращаем строку с плюсиком. Во-первых, у нас будет значок плюсика, что мы возвращаем, что у нас пополнился бюджет. Скажу с плюсиком. И дальше у нас будет формат to USD. И сюда мы помещаем, вызываем у него метод формат. И сюда помещаем мы value, то есть наш transaction amount. Вот так. А в противном случае мы делаем то же самое. Мы копируем эту строчку. Только мы говорим, что тут ставь не плюсик, а минусик. Теперь сохраним. Все сформатировалось. И мы, давайте посмотрим, что мы тут сделали. Мы говорим, что если у нас transaction type income, тогда мы ставим на выходе плюсик и наш amount transaction форматируем в доллары. Если не income, то мы ставим минусик и тоже форматируем в доллары. Проверяем. И мы видим, что у нас тут есть либо минус 400, либо плюс 500, плюс 1200 и так далее. То есть таким образом мы с вами уже отформатировали и эту красивую вещь. Еще такой нюанс. Давайте мы создадим, допустим, там мама дала нам $200. Категория gift. И это, конечно же, будет income. Нажимаю submit. Все, нам мама дала $200. Но что, если теперь эту категорию я удалю? Я иду в категории, вот этот gift удаляю. Все, у нас такой категория... Так, ошибка какая-то пошла. Еще раз, обновим страничку, идем в категории, удаляю gift. Ага, все пошло, поломалось. Короче, ребятки, я сидел немножко тут все это разбирался, почему была ошибка. Мне пришлось удалить полностью базу данных, я создал потом новую, ну, то есть просто обнулил таблицу. И, короче, проблема была в том, что мы, когда пытались удалить категорию, вот тут у нас в таблице четко указано, что у каждой транзакции есть категория. Но у нас не указано того варианта, тут не рассмотрено, что если категория будет удалена, что у нас будет происходить дальше. В таком случае надо, да, вот мы создали транзакцию, тогда, где оно? Сейчас ошибки, ладно. Мы создали транзакцию, подтянули к этой транзакции категорию, а потом категорию удалили. Из-за этого нам потом начал ругаться, что он говорит, что вот тут мы не знаем, что делать, потому что ну, ты удалил, все, ломаем, ты не можешь удалить, потому что ну, ошибочка. Поэтому мы с вами уже где-то это делали, я не помню где, мы можем следующим параметром указать, что будет происходить при удалении. Я говорю, что он delete, ты, пожалуйста, этой категории, вот есть такие варианты, и установи просто null. Установи просто ей null. Таким образом, мы скажем, что если категория удалена, то ты в поле категории поставь null. И теперь мы это сможем обработать на сервере, на клиенте. Мы пойдем в transaction table, и мы скажем, что вот тут, где это? Вот тут, где transaction категория, мы можем сделать следующее. Что мы тут можем сделать? Смотрите, мы это можем вырезать, например, и сказать. В принципе, можем так сказать, что если вообще у транзакции есть категория и там есть title, то ты его отобрази. А в противном случае там скажи, что это будет, там, допустим, категория other. Теперь сохраним, вернемся сюда. Мы видим, что мама уже категория эта удалена. Ну давайте мы еще создадим что-нибудь, новую категорию. Скажу create новую категорию. Давайте у нас будет birthday, подарки на день рождения. Мы скажем, что папа нам подарил $300 на день рождения. Это income. Нажимаю submit. У нас есть, да, папа подарил $300 на birthday. Если мы сейчас эту категорию удалим, нажимаем удалить, все работает, никаких ошибок нет. Возвращаемся в транзакции, и мы видим, что просто категория удалена, у нас категория other. То есть вот таким образом мы с вами это и пофиксили. То есть проблема была именно в сервере, потому что мы неправильно таблицу связали. И давайте еще сделаем дальше, следующим шагом сделаем удаление транзакций. Для этого мы пойдем в... Так, это все закрываем. Форма закрываем. Table надо и transactions надо. Да. Напишем, во-первых, метод delete. Вот тут. И мы скажем, что то же самое. Мы будем получать form дату. Await request form data. Потом выберем transaction
ID и скажем, что это будет form data get и будем брать ID оттуда. Вот так. Дальше мы делаем await instance метод delete на адрес transactions transaction и сюда помещаем transaction ID. Вот так. Дальше можем сказать toast success transaction deleted и return null. Вот так. Окей. Теперь нам нужно понять, где мы вообще вот это вот form data берем, откуда это все берется. Мы идем в transaction table и сюда, где кнопочка delete, мы немножко все это переделаем. Смотрите, мы тут вместо кнопочки delete, ну, даже давайте мы ее вырежем просто и сюда добавим форму из React Router дома. Добавляем эту форму и эту кнопочку оставляем в этой форме. Теперь в этой форме будет метод delete. Action у нас будет transactions. Внутри этой формы нам нужен ID-шник, который мы будем отправлять, да, который мы удалять. Мы говорим, что у нас будет input, type, hidden, name, ID и value мы ему скажем, что это transaction ID. Есть. И по идее это должно отработать. Идем сюда. И давайте мы сейчас попробуем. Пойдем в network. И сделаем так, что, допустим, нам мама передумала давать деньги. Давайте я сделаю побольше. Это 100%. Мама передумала и сказала, я решила забрать их. Мы удаляем. Все удалилось. Мы видим, что табличка перерисовалась. Там income, все income. Мы видим, что у нас удалилось. И вот новая транзакция, их уже 3, потому что та удалилась. То есть удаление мы с вами тоже уже реализовали. Отлично. Что мы еще тут хотим сделать? Редактирования транзакций у нас не будет. И последнее, что нам осталось, это сделать пагинацию. Это сделать вот тут правильный подсчет и вывести график. Отлично. Так, ребятки, двигаемся дальше. И сейчас у нас задача сделать пагинацию. Идем в Visual Studio Code. И нам нужен компонент Transaction Table. Поскольку у нас на пагинацию отдельный route, нам вот эта вот история больше, наверное, не пригодится. А может и пригодится, но пока что мы это перепишем, потому что у нас там отдельный route, и там приходят немножко другие данные, и они не совпадают с вот этим, вот то, что у нас есть вот тут. Поэтому давайте мы создадим еще отдельно дополнительные стейты для пагинации. Скажем, что у нас первый будет это новые данные, которые нам будут приходить, потому что вы помните, да, если посмотреть Insomnia, в транзакциях у нас есть route find all with pagination, и мы видим, что тут есть transactions, потом pagination и query параметры, 2, page и limit. То есть у нас тут будут в дату приходить другие данные, которые именно будут отдаваться при помощи этого route. Да? То есть когда мы будем делать запрос на этот route с нужными нам query параметрами, то нам будут в том количестве данные и отдаваться. Поэтому вот это вот то, что у нас тут есть, это нам уже не подходит для пагинации. Поэтому мы создадим новый state, где мы будем хранить эти данные. Data и set data. Это будет use state. По умолчанию пустой массив. А тип это будет I, transaction и массив. Есть. Также нам нужно будет сделать state для текущей страницы. Const. Это будет current page. Set current page. Это будет use state. И по умолчанию это у нас будет, пускай будет первая страница. Мы также понимаем, что тут у нас лежит number, но если хотим, можем написать вот так вот. Number. И еще общее количество страниц, поэтому const total pages и set total pages. Это тоже будет use state. Number и по умолчанию пускай будет 0. Есть.
Теперь вот этот вот лимит, который мы вот тут получаем, точнее, ну, который мы отправляем в качестве query параметра, и нам потом back выдает лимит именно столько, сколько мы тут указали. Я бы сделал так, что я бы его тут принимал в transaction table. Я бы сказал, что тут будем принимать лимит, например, и пускай по умолчанию будет там 3, допустим. И теперь создадим интерфейс, скажем, что интерфейс I transaction table, мы скажем, что лимит будет типа number. Вот так. Есть. Что нам теперь нужно сделать? Теперь нам нужно сделать функцию, которая будет делать запросы как раз таки с вот этими вот параметрами query. Для этого я создам прямо внутри этого компонента функцию. Скажу const, пускай это будет fetch transactions. Это будет async функция, которая будет себя принимать page типа number. И что мы тут будем делать? Конечно же, запрос. Мы сделаем тут запрос. Скажем, что это await, не Axios, а instance, чтобы мы добавили токен. Это get запрос. Я его сделал вот так. По пути, давайте посмотрим, давайте его прям скопируем отсюда. Вот так мы скопируем. По пути transactions pagination. Дальше мы говорим, что у нас там будет query параметры page. Сюда помещаем page. И также вторым query параметром будет у нас лимит. И сюда помещаем лимит. Вот так. Потом дальше мы устанавливаем этот ответ вот в дату. То есть мы берем set data и сюда помещаем response data. Почему response data? Потому что нам Axios всегда возвращает в response, там будет поле data. После того, как мы установили данные в state, у нас есть задача, нам нужно определить точное количество страниц. Но мы, исходя из вот этого роута, не можем определить точное количество страниц, потому что мы тут выдаем всего лимитку. То есть мы не выдаем все страницы как-то отдельно. Для этого у нас уже был route, я предлагаю его использовать, да, вот это transactions. То есть мы можем знать, вот тут лежат все транзакции, которые принадлежат этому пользователю. То есть, исходя из этого, мы можем вычислить, сколько, в принципе, транзакций у человека есть и какое значение нужно поместить в total pages. Поэтому мы скажем тут set total pages. И чтобы это округлить, мы скажем, что пускай это будет math sale. Оп. Округляем. И сюда мы помещаем transactions length. Да, то есть общее количество транзакций, деленное на лимит. Таким образом, мы получим общее количество, округленное, да, общее количество страниц. Есть. Теперь нам нужно эту функцию вызвать. Давайте мы скажем, что const... нет, не так. Вызываем там через useEffect. Сюда функцию. От чего мы будем зависеть? Зависеть мы будем от current page и от transactions. Вот так. И сюда мы говорим, что fetch transaction. Мы сюда будем помещать current page. Да? Мы же тут принимаем page, поэтому нам сюда нужно поместить current page. Вот так. Есть. Теперь нам нужно как-то этот current page устанавливать. То есть по умолчанию стоит 1, но нам нужно его менять. Для этого мы создадим функцию const handle, пускай называется page change. Это стрелочная функция. Что мы тут будем принимать? И поскольку мы с вами будем использовать React Pagination для пагинации, по-моему... кстати, вот тут надо указать, что у нас этот компонент вот такого типа.
поскольку будем использовать React Pagination, там, по-моему, эта функция должна принимать в себя объект. Поэтому скажу, что тут будет selected item, у которого будет поле selected типа number. Это может быть не обязательно, может быть просто можно принимать selected, я точно не уверен, но по-моему так. И тут мы единственное, что делаем, мы говорим, что set current page, selected item, selected плюс 1. Вот так. И дальше нам потребуется установить этот React Paginate. React Paginate. Есть. React Paginate. Создадим новый терминал для клиента. Пока оно ставится. Есть, поставилось. Окей. Давайте сразу мы не забудем. Мы вот тут в транзакциях, да, в transactions, мы же ожидаем вот тут лимит. Вот этот лимит мы должны передать. Вот у нас ругается, что передай лимит. Говорим, что лимит. И давайте, пускай у нас будет по 5 элементов. Вот так. Дальше. Дальше. Так, это установилось. И, в принципе, нам уже можно брать этот компонент. Ну, давайте мы его вручную опишем. Вот тут, выше нашей таблицы, где у нас результаты выводятся, я выведу компонент React Paginate. Вот так. Он самозакрывающийся. И нам остается только лишь его настроить. Для начала начнем с класс name. Мы скажем, что он пускай будет flex, gap 3, justify end, margin top 4 и items center. Есть. Это для самого компонента. Дальше active class name. Мы скажем, пускай будет bg blue, например, 600 и rounded md. Дальше. Мы его не импортировали или как? Атрибуты не все. Окей. Page link class name. Скажем, что текст white будет. Текст xs, xs, py1, px2 и rounded small. Пока мы просто классами занимаемся, чтобы это немножко стилизовать и было красиво. Дальше previous class name. У нас будет текст white, py1, px2, bg slate 800, rounded sm и текст xs. В принципе, это мы можем скопировать вот так вот. И это будет next class name. То есть это для кнопок next и previous. Окей. Дальше можем еще для disabled class name указать, что, допустим, у нас disabled будет текст white на 50 полупрозрачность и курсор not allowed. И также, ну давайте, disabled link class name тоже укажем, что текст slate 600 и также этот курсор. С классами вроде бы все. Дальше нам нужно указать следующие параметры. Это page count, то есть количество страниц. И в нашем случае мы укажем total pages. То есть количество страниц равно нашему стейту total pages. Еще нам нужно будет указать здесь page, можно дополнительно range displayed 1. Это сколько будет по бокам слева и справа. Ну, я потом покажу. Потом margin page displayed укажем 2. И on page. Так. И последним аргументом мы тут передадим слушатель для вот этой вот функции.
здесь есть такое событие, как on page change, мы говорим handle page change. Есть. И давайте посмотрим, что у нас там получилось. Идем сюда, теперь сюда. И вот у нас появилась пагинация. Пока что одна страничка мы видим, но где-то у нас что-то пошло не так. Давайте посмотрим, где BG Blue Rounded MD. Flex. Или давайте PY1 и PX2. Даже PY1 уберем. У нас где-то вон, я нашел ошибку. Это здесь не нужно, у меня вот тут ошибка. Вот так. Вот пагинация в принципе и есть. Next нельзя, previous нельзя, потому что мы указали, что это у нас not allowed. Давайте мы теперь нафигачим. Давайте это будет апрель. 500, salary, income. И давайте нафигачим так. Пагинация, в принципе, мы видим, что добавляется, она работает, но здесь у нас возникла некая ошибка, потому что мы вот тут, теперь, где наша таблица, мы должны брать данные не от transactions, а от data. То есть мы теперь тут не transaction используем, а data. Можем сделать вот так. Теперь сохраним. И мы видим, что теперь у нас четко 5 элементов на страничке, и мы можем переключаться, и у нас все работает. И когда на последнее, у нас тут один элемент всего лишь, и у нас next уже недоступно. также можем тут кликать. Давайте еще наделаем. Так, мешает. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. У нас есть вот много страниц. Надо еще, чтобы было это заметно. Вот. Это как раз таки те параметры, которые я говорил. Это где оно? Вот. Page range displayed и margin page displayed. Margin это вот эти вот раз, два. Мы тут указали две странички. То есть тут две и тут две. Если тут укажем одну, то у нас будет тут одна и тут одна. Видите? Вот шестая, тут ничего нету. Но я хочу сделать, чтобы у нас было по две. То есть и таким образом, в принципе, мы с вами уже сделали пагинацию, и она работает, она отлично работает. И в принципе нам, только мне не нравится, что тут SM, давайте сделаем MD. Тут тоже MD. И тут, конечно же, MD. Хотя нет. SM, SM, SM. Это вот тут надо делать еще SM. Вот так, скорее. Вот. И теперь у нас полностью рабочая пагинация. И нам больше ничего делать тут, в принципе, не нужно. Все есть, все работает. И есть, дальше листать не могу, назад могу листать. Прыгает, потому что, видите, страничка, немножко мне места не хватает. И оно прыгает. То есть, если бы я сделал вот так, то ничего прыгать оно не прыгало. То есть это просто нужно сделать адаптив какой-то, чтобы оно не прыгало. Окей. Я верну. Это актуальный. Все. Пагинация готова, ребятки. Готова пагинация. Нам осталось сделать total income, total expense и вывести график. React Paginate можно закрыть. И что мы для этого будем делать? Мы для этого, наверное, вернемся в transactions. И тут, кстати, вот тут нужно указать, что это I transaction массив. И что нам еще тут нужно сделать? Нам нужно получить, если вы помните, я опять инсомнию закрыл. Мы там total где-то получали. Вот, find one by type. То есть нам нужно теперь получить total income и total expense. Поэтому я скажу, что давайте-ка мы вот тут const total income. Это будет await instance get. Возвращается у нас там number. А адрес у нас идет вот такой. Вот так. И также total expense.
меняется только вот тут значение. И также мы будем их передавать сюда. Total income у нас total income data и total expense. Мы скажем, что это total expense будет data. Только тут не запятая, а двоеточие. Окей, где мы теперь все это выводим? Где мы теперь это все выводим? А выводим мы это вот где-то вот тут. Total income у нас. Ну да, нам еще что-то нужно, конечно же, вот тут в const равно use loader data as, как там, I response transaction loader. И, конечно же, этот тип нам нужно немножко изменить. Мы идем сюда, и мы говорим, что тут мы еще ждем total income типа number. Так, запятая тут не нужна. И total expense типа number. Вот так. И тогда мы тут принимаем total expense и total income. Есть. Так, ну что у нас тут ругаемся? Ага, на вот это. Все элементы не используются. Хорошо, сейчас будем использовать. Теперь в total income мы помещаем сюда, используем функцию, конечно же, которую мы делали в формат to USD, метод формат, и помещаем сюда total income. Вот так. И во втором случае, в принципе, можем прям так вот скопировать. Вот так. Мы сюда помещаем total expense. Теперь сохраним и давайте посмотрим. Возвращаемся сюда. У нас income 13 тысяч, expense 400. Если мы добавим сейчас там, March, там, 350 долларов. Не, давайте сделаем 1000 здесь, то есть 600 добавим. 600. Пускай будет shop, expense. Сейчас тут должно быть 1000. Нажимаем submit. И у нас тут 1000. Конечно же, это все работает. Да, после перезагрузки это все работает. И давайте еще проверим один момент. Сейчас у нас income 13 тысяч. Ну-ка, давайте удалим какой-нибудь элемент. Я нажимаю удалить. Income 12 500. Еще сейчас удалим. Еще на 500 удалим. То есть тут должно быть сейчас 12. Нажимаю удалить. Income 12. И видите, странички тоже, да, переключаются. То есть еще давайте поудаляем чуть-чуть. Удаляется, удаляется. И на каком-то этапе оно сейчас станет меньше страничек. То есть все динамически, все работает, все подхватывает. Все прекрасно работает. Я считаю, что это прекрасно. Я считаю, что это прекрасно. И с этим мы тоже с вами справились, ребятки. Осталось нам сделать график. Осталось нам делать график. Ну, график я выбрал самый такой простой. И для того, чтобы мы этот график сделали, мы будем использовать Recharts. Вот, Recharts. Install. И вот тут есть npm install Recharts. Тоже создаем новый терминал. Конечно же, это все в клиента кидаем. Есть. Можем теперь этот терминал убрать. И давайте для него я создам, вот сюда мы будем добавлять график, для него я создам отдельный компонент. Я скажу, что это будет chart.tsx. И что он в себя будет принимать? Принимать он, наверное, в себя будет iChart. И мы скажем, что пускай это будет интерфейс iChart. Он будет принимать в себя total pages типа number, total income или incomes. Давайте incomes. И total expenses. Тоже типа number. Так, а как мы там принимали? Я уже забыл. Income и expense. Ну давайте тогда тоже будем делать так же. Income и expense. Вот так вот.
И мы сюда будем принимать вот так вот total expense и total income. Что мы дальше будем делать? Что мы дальше будем делать? Нам бы это теперь как-то... Мы тут будем принимать эти данные, которые мы вот тут... Где оно есть? Вот эти вот данные мы будем передавать туда через пропсы в график, да? То есть тогда нам нужно потом из этого, ну, для работы с этим графиком нужно сделать массив. Поэтому давайте я сделаю, что еще будет интерфейс iData. Чтобы работать с этими данными, нам нужно их преобразовать в массив. Просто обычные числа не подойдут. Где будет value типа number и name типа string. Теперь давайте мы возьмем график. Тут где-то есть examples. И я возьму pie chart. Не то, не то, не то. Тоже не то. Вот этот. Вот этот, наверное, я возьму пример. И вот тут, где есть pie chart, мы его прямо скопируем, эти данные. А тут их два. Тут их два. Нам потребуется первый. Да, видите, тут есть pie chart раз. Точнее, pie. То есть пирог. Раз. И пирог 2. Потому что у нас тут есть два графика. И нас интересует вот этот первый. Поэтому мы выберем все, но сейчас просто лишнее уберем. Все это копирую. И вместо этого добавляем сюда этот пирог. Только второй мы удаляем, потому что он нам не нужен. Нам нужен только первый. Дальше. Мы теперь должны импортировать этот pie chart из ArrayCharts. И также этот pie. Cell тоже мы импортируем оттуда уже. Давайте возьмем цвета. Цвета возьмем. Тоже вот сюда-нибудь вверх добавим. Вот так. Давайте перед интерфейсами. Вот так. Только нам потребуется вот так. У нас будет всего... У нас два показателя. Доход и расход. Поэтому нам нужно будет только два цвета. Есть. Что мы делаем дальше? Дата. Вот это вот дата. Где мы ее будем брать? Эту дату мы будем делать через new array. Тип у него будет iData. Только здесь мы не указываем, что это будет вот так вот массив, потому что здесь мы указываем уже тип элемента этого массива. Поэтому нам не нужно нам говорить, что это массив. Нам нужно указать тип для каждого элемента массива, который будет создан. И что мы тут, какой у нас тут массив будет? У нас будет массив, где будет value. Это у нас total expense. И name у нас будет expense. И вторым элементом будет то же самое, только так. Total income и name так вот, income. Есть. Дату мы теперь тут передаем. Pie chart. Здесь нам четко нужно указать ширину и высоту этого графика. В моем случае я там подобрал 240 на 240. Никаких нам слушателей тут не надо. Здесь по x и по y нам бы это все на 50% сдвинуть, чтобы оно было по центру. То есть это вот сам, да, оболочка, грубо говоря, графика, а вот сам график, который я хочу разместить по центру относительно вот этого вот pie chart. Что бы я тут еще изменил? Немножко сделал бы меньше вот тут. И теперь нам нужно правильно вот тут отрисовать эти ячейки. В принципе, они и так правильно отрисованы. Я бы еще добавил, знаете, что сюда? Я бы сюда добавил легенду. И я бы добавил tooltip. И все мы это, конечно же, берем из
by из RayCharts. Из RayCharts. Да и все, наверное. И все, наверное. Давайте попробуем. В Transaction мы идем сюда и говорим, что сюда chart. И наш компонент chart ожидает 2 пропса. Total expense и total income. Оп, не так. И total income. И total income. Сохраняем. Идем сюда, сюда. И опа! Вот наш график и готов. Теперь давайте еще посмотрим, что такое, да, легенда и тултипы. Тут где-то есть какая-то... entry мы не используем. Можем сделать вот так. Можем. Смотрите, что такое легенда. Убираю. Вот, это подпись. Что такое тултип? Это вот эта вот история, когда мы наводим. Видите? Expense, income. Expense, income. Если мы это тултип уберем, то при наведении у нас ничего не будет происходить. И что самое интересное, давайте мы это вернем. Что самое интересное, если мы сейчас добавим income, допустим, там house, мы там платим за дом, 2000 в месяц ипотеку взяли. У нас нет такой категории. Ну ладно, не суть. Shop expense. Смотрите на график. Опа. И он поехал. Если мы сделаем 22 тысячи, нажимаем еще. Оп. И он вообще поехал. То есть и таким образом у нас полностью готов уже этот график. У нас он работает динамически. И нам не нужно было для этого создавать какой-то state или еще что-либо. Нам было достаточно всего лишь использовать правильно данные при помощи лодеров и экшенов. Ну, в данном случае, да, у нас работает лодер. Поэтому, в принципе, это вот так вот и работает. Мы использовали Redux Toolkit только для того, чтобы делать авторизацию. То есть, если мы обновляем, у нас график идет, там можно по-разному его настраивать, я не хочу этим заниматься. Можно разные графики использовать, там можете там играться, тут куча этих графиков, просто что я показал, как это может, в принципе, работать. А, в принципе, ребятки, на этом данный ролик подходит к концу. И в следующем коротеньком ролике мы с вами уже подведем какой-то итог и поговорим о дальнейших планах.